Индейцы в Америке не всегда были жертвами во время освоения Дикого Запада. Некоторые племена сами устраивали кровавые набеги и пугали пилигримов своим суровым образом жизни. Я расскажу про самые жестокие племена, которые унесли больше всего жизни американцев и что их побудило на это. Покажу дикарей, с которыми боялись воевать даже при наличии полноценной регулярной армии. А почему, узнаете в конце. И начну с племени, которое чаще всего можно увидеть в голливудских вестернах – шайеннов. И для понимания, хоть и принято говорить, что покорители Запада уничтожали коренные народы на корню, но цифры говорят об обратном. Если в 1800 году численность шайенов составляла 3500 человек, то к 2010 году она возросла до 11 375 человек. Изначально племя обитало в верховьях Миссисипи, а затем в начале 18 века начали мигрировать на запад в Северную и Южную Дакоту. К началу 19 века индейцы перешли к конной охоте на бизонов, став типичными кочевниками Великих Равнин. До 19 века шайены не поддерживали тесных контактов с европейцами, однако в 1825 и 1851 годах они заключили ряд договоров с евроамериканцами, и в начале отношения между ними были достаточно мирными и дружественными. Однако в 1857 году начались серьезные боевые столкновения с белыми после инцидента на мосту через реку Плат, приведшего к ранению воина Шайена. Американцы открыли огонь по безоружному соплеменнику. Кавалерия США напала на лагерь шайенов на Гранд-Айленде в Небраске в отместку за нападение на белых путешественников вдоль иммигрантской тропы. И в период с 1860 по 1878 год шайены начали активно участвовать в полноценных битвах с американцами, иногда нападая на целые поселения по ночам и вырезая всех, даже детей. Только официальных сражений было около 90, а число погибших военных практически перевалило за 700 человек. Мирные жертвы в статистику не попали, но племя шайенов вошло в историю как одно из самых мстительных и опасных на Диком Западе. Еще одно племя, которое жило в Великих Равнинах – индейцы Арапаха. История этого народа тесно связана с переселением и сменой привычного образа жизни. Изначально они занимались подсечно-огневым земледелием, а также охотой на территориях Миннесоты, Северной Дакоты и Манитобы. Однако в 17 и 18 веках они были вынуждены покинуть эти земли из-за давления племен Сиу и Аджибве и переехать на Великие Равнины. Там они постепенно переключились на конную охоту на бизонов. Середина 19 века стала временем напряженных отношений с белыми поселенцами. Арапаха и шайены оказались под угрозой атак со стороны американской армии. Например, в 1864 году владелец ранчо привел войско белых для нападения на группу из 15 воинов племени, требовавших вознаграждения за возвращение своих же мулов. Воины действовали в рамках самозащиты. Однако это столкновение привело к Сент-Крикскому инциденту. Армия США напала на лагерь индейцев, и в результате более сотни краснокожих, включая женщин и детей, были жестоко убиты. После этого народ Арапаха решил действовать более жестоко, раз переселенцы устраивают беспредел. Было 6 сражений, в которых армия понесла потери в 29 убитых, но при этом более сотни мирных жителей были вырезаны в отместку за нападение на беззащитные лагеря индейцев. Получилось око за око. Индейцы реки Рок, а точнее целая конфедерация нескольких племен, смогли дать достойный отпор белым переселенцам. Этот народ сильнее всего пострадал от захватнической политики США. В 1850 году численность этнических групп на этой территории оценивалась примерно в 9500 человек, но к 2010 году эта цифра упала до 5100 человек. Понятно, что это не значит, что всех их убили в разгар войны, но такой демографический провал не происходит сам по себе. На протяжении длительного времени отношения между индейцами реки Рок и переселенцами были достаточно мирными. Однако все изменилось после открытия Орегонской тропы, а также золотой лихорадки в Северной Калифорнии, что вызвало территориальные конфликты. Золотодобытчики
могли попросту расстреливать лагеря индейцев, если те мешали их работе. Конфликты переросли в открытую войну в 1855 году, известную как война на реке Рок, которая длилась до 1856 года. Белые поселенцы начали нападать на индейские деревни, провоцируя тех на ответные действия. В результате тяжелых столкновений были значительные потери с обеих сторон. 27 мая 1856 года капитан Смит договорился о сдаче индейцев армии США, но те устроили ловушку, организовав полноценную бойню для американских солдат. Остановить ее смогло только подкрепление, которое подошло лишь спустя сутки. Индейцы отступили и были отправлены в резервации, но им удалось унести жизни практически 200 солдат армии США при практически полном отсутствии огнестрельного оружия. Шошоне – группа индейских племен, которые проживали в западной части Большого бассейна, занимаясь собирательством и охотой. Особый интерес вызывает тот факт, что они были собирателями урожая дикого риса, что считается этапом, даже предшествующим земледелию. К 1500 году часть народа Шошона пересекла скалистые горы и достигла Великих равнин. Однако с приходом европейских поселенцев возникли конфликты из-за конкуренции за территорию и ресурсы. Во второй половине XIX века напряженность между коренными жителями и переселенцами усилилась. Экспансия поселенцев на охотничьи угодья шошонов приводила к нападениям аборигенов на фермы и ранчо в поисках пищи. Резня на реке Бэр в 1863 году стала кульминацией этого конфликта. Американские войска напали и уничтожили около 410 северо-западных шошонов, находившихся в зимнем лагере. Это стало самым крупным количеством жертв, которое шошоны понесли от рук войск Соединенных Штатов. Среди погибших было много женщин и детей, целенаправленно убитых американскими солдатами. Как можете догадаться, индейцы начали отвечать зеркально. Больше не было пощады никому из мирного населения. Шошоны заходили в поселение ночью и вырезали парочку домов, а затем растворялись во мраке. Переселенцы даже подпирали двери и окна мебелью перед сном, чтобы как-то себя обезопасить, но потом дома начали просто поджигать. Сложно подсчитать, сколько мирного населения погибло с обеих сторон, но только американских военных было убито более 200. Паюты – еще одно племя, которое в XIX веке вызывало страх и трепет среди первых покорителей Запада. Они промышляли охотой и собирательством, за что стали объектом презрения со стороны всех соседей, включая и белых, которые прозвали их диггеры из-за способности выкапывать корешки, являвшиеся значительной частью пищи племени. У паютов не было лошадей и ружей, из-за чего их не воспринимали всерьез даже соседние племена. Это именно те индейцы в перьях и с луками наперевес, которых так любят показывать в фильмах. В результате боевых столкновений они в итоге смогли освоить огнестрельное оружие, но было уже слишком поздно. После нескольких столкновений погибла практически половина племени паютов. Остальным ничего не оставалось, как пойти на примирение. Паюты хоть и не представляли собой грозной боевой силы, но славились своим характером. Эти ребята шли до конца, если начинали драться, а про их отравленные дротики и наконечники стрел слагали легенды и снимали фильмы. В начале XIX века их численность составляла около 7500 человек, а в 2010 году численность чистокровных индейцев достигла 9340 человек. Кажется, что индейцев стало больше. Но на самом деле в рамках мирового прироста населения этот этнос находится на грани полного исчезновения. Первые контакты индейцев Юта с европейцами были еще в 1630-х годах с испанскими исследователями, что позволило им освоить лошадей и изменить свой обычный образ жизни. Эти индейцы стали весьма прогрессивными и мобильными, но из-за кочевого образа жизни юты стали сталкиваться со своими соседями, при этом конкурируя за охотничьи территории. Начались войны с навахо, апачами и команчами. Трения между Юта, белыми поселенцами и золотоискателями в Колорадо также приводили к отдельным инцидентам и столкновениям. Хотя племя некоторое время даже союзничало с США в войнах с навахо и апачами. В 1864 году была создана резервация на северо-востоке Юты.
А в 1868 году резервация, охватывающая северную часть штата Колорадо. Однако эти территории постепенно уменьшались. Участок земли в Сан-Хуан был отчужден в 1873 году, а после инцидента с убийством индейцами Юта, агента и белых рабочих в 1879 году они потеряли большую часть оставшихся земель. Так начались полноценные боевые столкновения, в которых армия США потеряла несколько сотен человек. Индейцы Юта отлично освоили оружие, которым до этого их снабжали сами же американцы, став при этом очень опасными противниками. В итоге с ними смогли разобраться только благодаря существенному численному перевесу армии США. Племя Сиу, проживавшее на северных Великих Равнинах, запомнилось как самое воинственное и сильное в рамках столкновений с регулярной армией США. Взять хотя бы знаменитую битву при Литл Бигхорн, где американский полк был полностью уничтожен индейцами, включая его командира Джорджа Кастера. Сиу жили в вигвамах, мобильных домах из длинных деревянных шестов, покрытых шкурами. Их жизнь была связана с охотой, особенно на бизонов, которых они убивали для получения мяса. Сиу его потом вялили, чтобы хранить длительное время и брать с собой в походы. Женщины носили платья из оленей кожи с украшениями из меха кролика, а мужчины – леггинсы и рубахи из оленей кожи. При необходимости надевали теплые плащи из шкуры бизона и мокасины. Но не судите по одежке. Эти ребята смогли убить более 1000 американских солдат, поучаствовав практически в сотне сражений. Этот регион стал настоящим символом сопротивления и борьбы коренных американских племен за свои территории и культуру. Племя Мадок, проживающее на территории границы штатов Орегон и Калифорния, имеет свою уникальную историю среди коренных народов США. На их счету большое количество сражений с армией США и организация убийства американского генерала, что не делал никто из других племен. Исторически Мадоки занимались охотой, собирательством и рыболовством в районе долины озера Малый Кламат, Мадокского озера, озера Тул и западного побережья реки Лост-Валли. Они охотились на мелкую дичь, ловили лосося, а также собирали коренья, ягоды и тростник для своей пищи. Вполне себе спокойные и мирные ребята. Мадоки также использовали тростниковые плоты для сбора семян кувшинки и плетения корзин. Их жилье состояло из земляных вигвамов зимой и тростниковых куполов летом. Влияние культур равнинных племен способствовало использованию типи – разборных конических палаток, покрытых кожей животных, в качестве жилища. Племя Мадок было организовано по принципу совета вождей и родовых лидеров. Во время военных действий они избирали голосованием военного лидера, который играл роль стратега и бойца. Практически полноценная демократия. Для религиозных обрядов строились палатки-потельни, и Мадоки обращались к духам-покровителям, чтобы получить видение и руководство в своих делах. На данный момент численность этой этнической группы составляет 200 человек в Оклахоме и 600 человек в Орегоне. Мадоки фактически на грани исчезновения. Племя Перса, проживающее на плато, имеют богатую военную историю, связанную с так называемой «войной на Персе» в 1877 году. Этот конфликт начался, когда 4 клана племени Неперса и 1 клан племени Палуза отказались отправиться в резервацию в Орегон и бегали от армии США, нанося из-под тишка ей существенные потери. Этот эпизод рассматривается американцами как образец партизанской войны, тактику которой до сих пор изучают в военных училищах. Джозеф, вождь, предпочел увести племя в Монтану, а затем в Канаду, после того, как американское правительство потребовало переселиться в резервацию в 1877 году. Небольшая индейская община, состоявшая из 350 воинов, смогла преодолеть путь в 2740 километров из Орегона в Монтану через Айдахо и Вайоминг. И все это всего лишь за 3 месяца. Они сражались с хорошо вооруженными подразделениями армии США, которые имели общую численность в 2000 человек. Вы просто вдумайтесь, 350 против пары тысяч. В ходе конфликта Неперсы провели 16 сражений с армией США, которая понесла значительные потери, это более 300 убитых и нескольких сотен раненых.
Большинство из них погибло в хитрых ловушках, рвах и засадах, которые организовывали не персы. Прямых столкновений практически не было. Индейцы действовали хитро и изощренно, выматывая армию и не давая себя поймать. Племя Кикапу стало самым жестоким и результативным в рамках борьбы за свою независимость. Хотя изначально индейцы вели вполне себе миролюбивый образ жизни и шли на компромисс с новой властью, Кикапу были жителями резервации и старались интегрироваться в американское общество, учили английский, занимались земледелием и животноводством, стремились к мирной жизни. Однако, опасаясь, что их мужчин отправят воевать за конфедерацию в ходе гражданской войны, Кикапу решили эмигрировать в Мексику. Их путь лежал через Техас, где местные сильно недолюбливали представителей коренных народов. Лагерь Кикапу был атакован рано утром, несмотря на попытки установить контакт и добрые отношения с техасскими волонтерами. В результате нападения погибло много женщин и детей, и в ответ индейцы решили дать бой на чужой земле. Желание отомстить и чувство несправедливости сделало воинов Кикапу просто неуязвимыми. Они не останавливались даже после серьезных ранений, бросаясь телами на ружья и разрывая врага руками. В итоге племя Кикапу было возвращено в резервацию в США после серии столкновений с американской армией, ведь численность индейцев была слишком мала, чтобы вести долгую войну. Но буквально за пару дней Кикапу практически полностью уничтожили своих техасских обидчиков, убив более 100 человек, которые были причастны к налету на их лагерь. Армия США специально дала расправиться с ними, боясь вмешиваться в конфликт сразу, потому что никто не хотел связываться с обезумевшими от злости Кикапу. Даже были легенды про восставших из мертвых индейцев, которые шли вперед с простреленной головой. Как вы можете понять, большинство племен жили мирно и спокойно. На агрессию их подтолкнули именно новые хозяева Дикого Запада, которые сами нападали, резали детей и женщин. Индейцы просто вынуждены были отвечать зеркально. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!